Добрый день! Сегодня мы рассмотрим тему электроакустические преобразователи. Электроакустические преобразователи – это устройства для преобразования акустических колебаний в электрические и наоборот. К ним относятся пьезоэлементы, микрофоны, телефоны, громкоговорители и так далее, и технические устройства, в которых эти преобразователи используются. И начнем ее с обзора микрофонов. Каждый из нас говорил по телефону и знает, что здесь носителем звука является электрический ток. Преобразование звука в электрический ток происходит при помощи микрофона. Различные виды микрофонов изображены на рисунке. А сейчас рассмотрим работу простейшего микрофона. И сделаем это на примере работы схемы с угольным микрофоном, где рассмотрим, как преобразовывается акустический звук в электрический ток. В этой схеме присутствует микрофон M, источник питания GB, сопротивление R, нагрузочное сопротивление Rn и разделительный конденсатор C. Угольный микрофон представляет собой корпус в виде капсулы, в котором к металлической мембране 1 прикреплен подвижный электрод 2, а напротив неподвижный электрод 6. Между ними находится угольный порошок 5, который имеет свойство при изменении своей плотности изменять электрическое сопротивление. По схеме в цепь микрофона последовательно включен гальванический элемент GB. Когда на микрофон не подается звук, в микрофонной цепи протекает постоянный ток. При подаче звука мембрана микрофона колеблется, нажимая подвижным электродом то сильнее, то слабее на угольные зерна, в зависимости от величины звукового давления. От этого меняется плотность порошка, а значит меняется и его сопротивление между электродами. Значит, при большой величине звука мембрана уплотняет порошок, и его сопротивление уменьшается, что приводит к увеличению тока через микрофон. А при малом звуке сопротивление увеличивается, и ток на нагрузке уменьшается. В результате ток в цепи изменяется так же, как и колебания звука. Такой ток называется еще током звуковой частоты или низкочастотным током. Следовательно, сам микрофон не является источником напряжения звуковой частоты, а только преобразовывает постоянное напряжение источника питания в электрический звуковой сигнал, величина усиления которого зависит от величины тока источника питания GB, чаще всего от 1 до 50 мА. Кроме угольных, существуют и другие виды микрофонов, например, динамический, конденсаторный, ленточный, электретный и другие. Наиболее распространены динамические микрофоны, которые особенно часто используются во время живых выступлений. Их работа основана на принципе электромагнитной индукции. Мембрана захватывает звуковые волны, которые приводят катушку в движение. Она при движении в магнитном поле, которое создается магнитом, генерирует изменение тока. Динамический микрофон вы видите на рисунке. А это конденсаторный микрофон. Конденсаторный микрофон может записывать звук объемно, чисто и очень детально. Внутри его находится металлическая мембрана. Ее пластинки двигаются от колебаний воздуха, преобразуя таким образом звуковую волну в электрический сигнал. Для работы такого типа микрофонов требуется источник дополнительного питания, то есть фантомное питание, который обычно представляется микшером или предусилителем, а в некоторых случаях внутренней батарейкой или аккумулятором. Ленточные микрофоны, как и динамические, используют принцип индукции.
В них движущийся элемент состоит из металлического тонкого листика, сложенного гармошкой. Ленточные микрофоны, в отличие от динамических собратьев, чувствительны с обеих сторон капсулы. Именно по этой причине их диаграмма направленности имеет форму восьмерки. Электретный микрофон – это разновидность конденсаторного микрофона, имеющего способность сохранять некоторую неоднородность своих электретов в распределении заряда на длительный период времени. Принцип действия такого микрофона заключается в использовании гетероэлектретной пленки в качестве мембраны. Одним из электродов является пленка с тонким напылением золота, серебра или алюминия. Другой электрод – это металлический цилиндр, расположение которого близко к пленке. Корпус микрофона, как правило, изготавливается из металла, производя защиту от внешних электрических полей. Телефон или телефонный капсуль преобразует низкочастотные токи в звук. Он состоит из постоянного магнита, на полюсах которого размещены две катушки. Это показано на рисунке. Над полюсами закреплена тонкая металлическая мембрана. Когда протекает постоянный ток, электромагнит притягивает мембрану, которая не колеблется и не издает звук. Если протекает переменный ток, мембрана притягивается с различной силой, то есть она колеблется и издает звук. На первый взгляд кажется, что постоянный магнит в телефоне не нужен. Однако, если размагнитить телефон, то он видоизменяет звук и воспроизводит его очень слабо. В радиолюбительской практике часто используется головной телефон или наушники, состоящие из двух телефонов, катушки которых соединены последовательно. На эти катушки наматывается очень тонкая проволока диаметром 0,5 мм, и чаще всего их общее сопротивление составляет от 1600 до 2200 Ом и более. Такие наушники имеют большую чувствительность и реагируют на очень маленькие напряжения и токи, милливольты и микроамперы. В телефонных аппаратах используются единичные телефонные капсули. Они имеют небольшое сопротивление от 50 до 200 Ом и используются при сборке различных любительских схем. А сейчас рассмотрим громкоговорители, или, как еще их называют, динамики. Наиболее распространенные громкоговорители – электродинамические. Электродинамический громкоговоритель – это громкоговоритель, в котором происходит преобразование электрического сигнала в звуковой сигнал. Это происходит благодаря перемещению катушки с током в магнитном поле постоянного магнита. При этом механические колебания преобразуются в колебания окружающего воздуха при помощи диффузора. Динамик состоит из магнитной системы. Она расположена с тыльной стороны. В ее состав входит кольцевой магнит. Он изготавливается из специальных магнитных сплавов или же магнитной керамики. Магнитная керамика – это особым способом спрессованные и испеченные порошки, в составе которых присутствуют ферромагнитные вещества – ферриты. Также в магнитную систему входят стальные фланцы и стальной цилиндр, который называют керном. Фланцы, керн и кольцевой магнит формируют магнитную цепь. Между керном и стальным фланцем имеется зазор, в котором образуется магнитное поле. В зазор, который очень мал, помещается катушка. Катушка представляет собой жесткий цилиндрический каркас, на который намотан тонкий медный провод. Он содержит от 40 до 100 витков медного провода диаметром 0,15 до 0,4 мм. Эту катушку еще называют звуковой катушкой. Каркас звуковой катушки соединяется с диффузором.
Он-то и толкает воздух, создавая сжатие и разрежение окружающего воздуха. То есть получаются акустические волны. Диффузор может выполняться из различных материалов, но чаще его делают из прессованной или отлитой бумажной массы. Технологии не стоят на месте, и в ходу можно встретить диффузоры из пластмассы, бумаги с металлизированным покрытием и других материалов. Чтобы звуковая катушка не задевала застенки керна и фланец постоянного магнита, ее устанавливают точно в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Центрирующая шайба гофрирована. Именно благодаря этому звуковая катушка может свободно двигаться в зазоре и при этом не касаться стенок керна. Диффузор укреплен на металлическом корпусе, корзине. Края диффузора гофрированы, что позволяет ему свободно колебаться. Гофрированные края диффузора формируют так называемый верхний подвес, а нижний подвес – это центрирующая шайба. Тонкие провода от звуковой катушки выводятся на внешнюю сторону диффузора и крепятся заклепками, а с внутренней стороны диффузора к заклепкам крепится многожильный медный провод. Далее эти многожильные проводники припаиваются к лепесткам, которые закреплены на изолированной от металлического корпуса пластине. За счет контактных лепестков, к которым припаяны многожильные выводы звуковой катушки, динамик подключается к схеме. Чтобы разобраться в действии громкоговорителя, вспомним одно важное явление в электротехнике. Если в магнитное поле помещен проводник, по которому протекает ток, то на проводник действует определенная сила. Направление этой силы определяется правилом левой руки, которое гласит: если магнитные силовые линии пронизывают ладонь, а пальцы показывают направление тока, то большой палец указывает направление действующей силы. Из этого правила следует, что механическая сила перпендикулярна как магнитному полю, так и проводнику, по которому протекает ток. Это явление также лежит в основе действия электродвигателей, электроизмерительных инструментов и так далее. Если пропустить через звуковую катушку динамика переменный электрический ток, то магнитное поле катушки будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем магнитной системы динамика. Это заставит звуковую катушку либо втягиваться внутрь зазора при одном направлении тока в катушке, либо выталкиваться из него при другом направлении тока. Механические колебания звуковой катушки передаются диффузору, который начинает колебаться в такт с частотой переменного тока, создавая при этом акустические волны. Чем больше воспроизводимый звук совпадает по форме с протекающим через катушку переменным током, тем лучше качество динамического громкоговорителя. А теперь рассмотрим важнейшие параметры громкоговорителей. Первый. Номинальная мощность. Это такая максимальная электрическая мощность, потребляемая громкоговорителем, при которой громкоговоритель не перегревается, его нелинейные искажения не превышают паспортных данных, и громкоговоритель не должен выходить из строя при длительном на него воздействии электрического сигнала. Второе. Полное электрическое сопротивление звуковой катушки. Это сопротивление звуковой катушки на входных зажимах головки громкоговорителя, измеренное на НЧ и ВЧ частотах. Обычно в акустике используются громкоговорители с сопротивлением звуковой катушки от 4 до 16 Ом. Для рупорных громкоговорителей сопротивление более 25 Ом. В акустических системах используются в основном динамики с сопротивлением 4 Ома и 8 Ом. И третье. Воспроизводимая полоса частот. Это полоса звуковых частот, ограниченная двумя частотами, низкой и высокой,
на которых ослабление напряжения относительно средней частоты 1000 Гц соответствует заданной норме. Идеальным считается громкоговоритель, который воспроизводит одинаково сильно сигналы низких, средних и высоких частот, при условии, что подаваемые электрические колебания имеют одну и ту же амплитуду. В реальных громкоговорителях низкие и высокие частоты воспроизводятся слабее, чем средние. Полоса частот громкоговорителя ограничивается теми частотами, при которых воспроизведение уменьшается на 30% относительно средних частот. В современных конструкциях в среднем для низкочастотных динамиков рабочий диапазон простирается от 20 Гц до 5000 Гц. НЧ-динамики обычно имеют диффузор большого диаметра и массивную магнитную систему. Динамики средней частоты СЧ рассчитаны на воспроизведение полосы частот от 200 Гц до 7000 Гц. Габариты их чуть меньше НЧ-динамиков и зависят от мощности. Высокочастотные динамики прекрасно воспроизводят частоты от 2000 Гц до 20 000 Гц и выше, вплоть до 25 000 Гц. Диаметр диффузора у таких динамиков, как правило, небольшой, хотя магнитная система может быть достаточно габаритная. Если широкополосный громкоговоритель способен работать в диапазоне от 60 Гц до 16 000 Гц с неравномерностью плюс-минус 10 дБ, это уже неплохой результат. В заключение рассмотрим пьезоэлементы. Пьезоэлемент – это электромеханический преобразователь, изготавливаемый из пьезоэлектрических материалов определенной формы и ориентации. Данные материалы условно разделяют на две группы – кристаллы и керамические изделия. ЦТС – цирконат титанат свинца, титанат бария, необат лития – примеры искусственных пьезоэлектрических материалов, обладающих более ярко выраженным эффектом, чем кварц и другие природные материалы. С помощью пьезоэлемента механическая энергия преобразуется в электрическую энергию. Это прямой пьезоэффект. А когда электрическая энергия превращается в механическую энергию, это обратный пьезоэффект. Многие современные электронные устройства используют пьезоэлектрический эффект для своей работы. Например, при использовании некоторых устройств распознавания звука микрофоны, которые они используют, работают на основе упомянутого выше эффекта. Пьезоэлектрический кристалл превращает энергию голоса в электрический сигнал, с которым могут работать смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства. Создание некоторых продвинутых технологий тоже стало возможно благодаря пьезоэлектрическому эффекту. Например, мощные гидролокаторы используют маленькие чувствительные микрофоны и керамический звуковой датчик, созданные на основе пьезоэлектрического эффекта. Сейчас рассмотрим прямой пьезоэлектрический эффект. Пьезоэлектрический материал, керамический или кристаллический, помещают между двумя металлическими пластинами. Для генерации электрического заряда необходимо приложить механическое усилие – сжать или разжать. При приложении механического усилия на металлических пластинах начинает скапливаться электрический заряд. Таким образом, пьезоэлектрический эффект действует как миниатюрный аккумулятор. Микрофоны, датчики давления, гидролокаторы и другие чувствительные устройства используют этот эффект для своей работы. А обратный пьезоэлектрический эффект заключается в том, что при приложении электрического напряжения к пьезоэлектрическому кристаллу произойдет механическая деформация тела, под которой оно будет расширяться или сжиматься. Обратный пьезоэлектрический эффект значительно помогает при разработке акустических устройств.
Примером могут послужить звуковые колонки, сирены, звонки. Преимущество таких динамиков в том, что они очень тонкие, а это делает их практически незаменимыми при использовании в мелких устройствах, например, мобильных телефонов. Также этот эффект часто используют медицинские ультразвуковые и гидроакустические датчики. Подведем итог. Первое. Микрофоны преобразуют звуковые колебания в переменные электрические напряжения. На выходе микрофона эти напряжения очень малы, порядка от 1 до 50 мВ, и их надо усиливать. Второе. Наушники являются очень чувствительным преобразователем электрических колебаний в звук, так как реагируют на очень малые напряжения и токи. Третье. Основные параметры громкоговорителей: номинальная мощность, полное электрическое сопротивление звуковой катушки и воспроизводимая полоса звуковых частот. 4. В номинальном режиме на звуковую катушку электродинамического громкоговорителя действует переменное напряжение от 1 до 5 вольт и протекает ток от 0,1 до 0,5 ампера. 5. При механической деформации пьезоэлемента происходит генерация электрических зарядов. Это прямой пьезоэлектрический эффект. 6. При приложении электрического напряжения к пьезоэлектрическому кристаллу произойдет механическая деформация тела, под действием которой оно будет расширяться или сжиматься. Это обратный пьезоэлектрический эффект. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал. Продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания. До новых встреч.